Мчась в карете по заснеженным русским полям в Санкт-Петербург, немецкая принцесса Фике, так звали ее родители, или Екатерина Алексеевна, как назовут ее в России, мечтала. Ей было всего 15. Она была невестой наследника российского престола. О чем она мечтала? Должно быть, как все юные девочки, о любви. Но ее мечты скоро разбились. В России ее никто любить не собирался. И тогда она сама полюбила Россию. – 1762 год. Закончилась эпоха пышных париков и блистательных балов. На русском престоле вновь мужчина. 34-летний Петр Федорович. Чего ждать от нового императора? Этого не знают даже его приближенные. Государь кривляется во время церемоний, на досуге играет в солдатиков и во всеуслышание объявляет, что предпочел бы править цивилизованной Швецией, нежели дикой Россией. При рождении Петр III получил имя Карл Петер Ульрих. Его отец – герцог Галштейн-Гатторпский Карл Фридрих, племянник Карла XII Шведского. Мать – Анна Петровна, дочь Петра Великого, наследник одновременно русского и шведского престолов. В 11 лет полностью осиротел. В 14 лет его забрала в Россию тетка, императрица Елизавета. Он принял православие с именем Петр Федорович. В 17 лет Петра женили на 16-летней принцессе Ангальцербской. В православии она получила имя Екатерина Алексеевна. Петру Федоровичу невеста не приглянулась. Красивая, но чужая. Он пробовал с ней подружиться. Играл для нее на скрипке, вовлекал в свои забавы. Увы, музыку она не любила. Солдатиков тоже. Обоим общение становилось в тягость. Екатерина была живой и любознательной. Приехав в Россию, она оказалась запертой. В чужой стране, в чужом дворце, без какого-либо общения. Мыслями и чувствами она теперь могла делиться только со своим дневником. Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной. Петр Федорович своими выходками весь двор приводил в замешательство. Современники рисовали нелицеприятный портрет нового императора. Говорили, от Петра Великого он унаследовал страсть к горячительным напиткам и в высшей степени безразборчивую фамильярность, за которую ему мало кто благодарен. Говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании он их обливалось сердце кровью от стыда перед иностранными министрами. У этого государя нет более жестокого врага, чем он сам. Петр отличался взбалмошным характером и некоторыми странностями в поведении. Многие считали его умственно отсталым. Мол, в подростковом возрасте он переболел оспой в тяжелой форме, и это вызвало отклонение в развитии. Но при этом Петр получил прекрасное техническое образование. Хорошо разбирался в точных науках, географии и фортификации. Владел немецким, французским, даже латынью. Только вот русский язык знал плохо. Перспектива быть русским императором раздражала Петра Федоровича. Зато его супруга Екатерина Алексеевна прекрасно справилась не только с русским, но и с церковно-славянским языком. Она с увлечением читала летописи и жития святых. В разговоре полностью избавилась от акцента. Правда, на письме иногда делала ошибки. Например, писала «мне» вместо «меня». Строила неправильные, но очень милые обороты. Любить со всего сердца. Чтобы выучить разговорный язык, она вставала пораньше и разводила камин вместе с истопниками. Разговаривала со слугами.
потому что образованные вельможи языком владели плохо. Едва получив власть, Петр III развил лихорадочную деятельность. За 186 дней подписал 192 документа. Он упразднил тайную канцелярию, запретил доносы и пытки, возвратил из ссылки 20 тысяч человек. Объявил свободу вероисповедания и запретил преследовать старообрядцев. Отобрал у монастырей земли в пользу государства. Велел крестить младенцев обязательно в подогретой воде. Учредил государственный банк и ввел в оборот первые ассигнации. Объявил лес национальным богатством. Издал манифест о вольности дворянской, по которому дворяне освобождались от обязательной военной службы и от телесных наказаний. Ходили слухи о намерении Петра провести церковную реформу по протестантскому образцу. Во время богослужения он позволял себе вертеться, хихикать, громко разговаривать. Придворных дам заставлял вместо поклонов в храме делать книгса. А его супруга Екатерина Алексеевна соблюдала все посты, отстаивала долгие церковные службы, регулярно исповедовалась и причащалась. И вообще вела себя вполне благоразумно и осмотрительно. На ее фоне император выглядел дико. Впрочем, Екатерина не питала иллюзий по поводу своего благоверного, еще когда он был наследником престола. И это отразилось в ее записках. Когда я вошла в покои его императорского высочества, я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить. Я спросила, что это значит. Он мне сказал, что эта крыса совершила уголовное преступление, что она перелезла через вал картонной крепости и съела 2 часовых на карауле, сделанных из крахмала, что он велел судить преступника по законам военного времени, и что тотчас же она была повешена и останется там выставленная на показ публике в течение 3 дней для назидания. У Екатерины и Петра не оказалось ничего общего. Ни образа мыслей, ни интересов, ни постели. Все во дворце знали, что великий князь не спит с великой княгиней. Спустя несколько лет это уже стало не поводом для сплетен, а государственной проблемой. Нужен был наследник. И все же на 10-м году супружества Екатерина забеременела. По одной версии, Петру сделали небольшую операцию, устранив недостаток, мешавший зачатию. По другой, с одобрения императрицы Екатерину соблазнил молодой камергер Сергей Салтыков. Как бы то ни было, вскоре Екатерина родила первенца – Павла Петровича. И с этого момента императрица Елизавета перестала интересоваться великой княгиней, выполнившей свое главное и, в общем-то, единственное предназначение. Екатерина была предоставлена самой себе. Теперь она без помех могла предаваться своей главной страсти – книгам. Но вместо французских любовных романов она с упоением читала французских философов – Дидро, Вольтера, Монтескьё. Другой ее страстью были красивые мужчины. Салтыкова вскоре услали в Швецию с дипломатической миссией, но Екатерина не расстроилась. Рядом с ней уже был Станислав Август Понятовский, молодой поляк из свиты английского посла. Спустя несколько лет Понятовский при помощи Екатерины станет королем, последним в истории Польши. А в 30 лет Екатерина встретила лейб-гвардейца Григория Орлова, веселого красавца, отчаянного дебошира и дручуна, способного одним ударом убить быка.
У Григория было 4 брата, тоже гвардейцы, они имели большой авторитет в гвардии и фактически определяли ее настроение. Именно Орловы станут основной движущей силой переворота, который возведет бывшую немецкую принцессу на трон Российской империи. К тому времени Екатерина с мужем не общалась, и, находясь в одном дворце, они практически не виделись. Петр и не заметил, что Екатерина снова беременна. В этот раз отцом будущего ребенка был Григорий Орлов. Незаконно рожденный младенец мог предоставить Петру долгожданный повод избавиться от нелюбимой жены. Роды были уже совсем близко. И тогда гардеробмейстер Екатерины, зная любовь Петра к зрелищным пожарам, придумал, как на время родов увести императора из дворца. Он бежит в город и поджигает свой дом. Петру тотчас докладывают о грандиозном пожаре. Он в сопровождении придворных отправляется туда. А тем временем в дальних покоях Зимнего дворца Екатерина рожает сына. У Екатерины уже была дочь Анна от Понятовского. А после того, как она родила сына от Орлова, ее муж-император во всеуслышание заявил: «Бог знает, откуда моя жена берет свои беременности. Я этого не знаю». Впрочем, он и сам не отличался супружеской верностью. У него была возлюбленная фрейлина Елизавета Воронцова, и он всерьез собирался на ней жениться. Для этого нужно было только устранить помеху, нелюбимую жену Екатерину. Петр готовил ей и сыну Павлу заключение в Шлиссельбургскую крепость, где для них были оборудованы покои. Нелюбимая жена поняла, что действовать нужно быстро и решительно. Тем более, что император как раз совершал одну ошибку за другой. Кумиром и объектом подражания для Петра III был король Фридрих Прусский. Весьма неудачный выбор, учитывая то, что уже несколько лет подряд Россия с Пруссией находились в состоянии войны. К всеобщему изумлению Петр не только заключил мир с Пруссией, но и ввел в гвардии прусские мундиры. Палочная дисциплина на прусский манер тоже не способствовала популярности нового императора. Изнеженная, избалованная гвардия открыто выражала свое возмущение. Гвардия – элитное воинское подразделение регулярной армии. В России была создана Петром I из бывших потешных полков. Полки Преображенский, Семеновский и Измайловский были ядром русской армии. Со временем лейб-гвардия, охранявшая императорский дворец, стала мощной политической силой. В течение 37 лет при участии гвардии произошло 6 дворцовых переворотов. 28 июня 1762 года. Петергоф, дворец Монплезир, 6 часов утра. Екатерину будет брат Григория Орлова Алексей. Пора вставать, матушка, все готово для вашего провозглашения. Она наскоро одевается, садится в простую карету. Алексей скачет верхом позади кареты. В 5 верстах от Петербурга их уже поджидает Григорий. Дальше казармы Измайловского полка, Семеновского, Преображенского. Везде Екатерину встречают с восторгом. Орловы на совесть проделали подготовительную работу. Оренинбаум, 10 часов утра. Император Петр спит после вчерашней попойки. Петербург, полдень. Огромная толпа солдат вместе с жителями Петербурга движется за каретой Екатерины к Зимнему дворцу. Там ее уже ожидают высшие чины государства, подготовленные вельможей Никитой Паниным. Петергоф. Императору Петру докладывают, что императрица исчезла. Петр лично проверяет ее покой, заглядывает в шкафы и под кровать. Тростью избивает ее платье на манекене. Целый день свергнутый император ходит вдоль канала в Петергофе, ждет вестей от переговорщиков, которых посылал к Екатерине в город. Никто из них не вернулся. Вельможи перебегали на сторону императрицы. Поняв, что проиграл, Петр пытается на яхте доплыть до Кронштадта в надежде, что флот все еще предан ему. Следом за яхтой плывет галера, на которую он посадил всех придворных дам в качестве заложниц. Их мужья в это время бунтуют в Петербурге. Кронштадт. Крепость встречает Петра III выстрелами со стен.
Комендант заявил, что не знает императора, а в России благополучно царствует императрица Екатерина Алексеевна. Петербург. В это время простонародье собралось на набережной Невы с камнями и палками, чтобы помешать бывшему монарху вернуться в столицу. Спустя сутки, узнав, что Сенат, войска и флот присягнули Екатерине, Петр соглашается подписать акт отречения от престола. Бывшего императора под конвоем доставляют в Ропшу, поселок в 30 верстах от Петербурга. Выйдя из кареты, он отдает шпагу дежурному офицеру и падает в обморок. Императрица Екатерина не имела никаких прав на престол. Максимум, на что она могла претендовать, быть регентом при малолетнем сыне Павле. И все же она умудрилась придать перевороту благопристойный вид, чтобы все выглядело как исполнение воли народа. Прямо так и сказано было в манифесте о вступлении на престол Екатерины II, по желанию всех наших верноподданных. Но что делать с супругом? Он прислал письмо по-французски. «Ее Величество может быть уверено, что я не буду ни помышлять, ни делать что-либо против ее особы и ее правления». И ниже приписка по-русски с детскими ошибками. «Я еще прошу меня, ваша воля исполная во всем, отпустить меня в чужой край». Отпускать Петра за границу было опасно. Все-таки внук Петра Великого. Отправить в крепость Шлиссельбург? Но там уже 20 лет сидит еще один свергнутый император. Правнук Иоанна V Иоанн VI Антонович, лишенный трона Елизаветой. Два законных императора – две большие проблемы для незаконной императрицы. Не прошло и недели после переворота, как из Ропши, где император Петр находился под охраной самых надежных людей, братьев Алексея и Григория Орловых, доставили письмо. Алексей сообщал Екатерине, что Петр погиб. Что именно произошло в Ропше, неизвестно до сих пор. Народу объявили, что император Петр III скончался от геморроидальной колики. Через 2 года сама собой решится и вторая проблема. В Шлиссельбурге офицер Мирович попытается освободить Иоанна Антоновича. При этой попытке узник погибнет. В сентябре 1762 года, всего через 2 месяца после переворота, в Москве состоялась коронация императрицы Екатерины II. Во время коронации в Москве было роздано народу 1200 пудов серебра, более 19 тонн. На улицах стояли жареные быки и били фонтаны из рейнского вина. Состоялся маскарад с тысячами песельников, музыкантов, гигантов, карликов и шутов. Торжества длились 3 месяца. Главной достопримечательностью стала большая императорская корона – 4936 бриллиантов общим весом в 2858 карат, благородная шпинель в 398 карат, 72 индийских жемчужины. Обошлась она в 2 миллиона рублей, 8 миллиардов на современные деньги. Екатерина оказалась первой и единственной женщиной на престоле, которая большую часть времени посвящала не развлечениям, а работе. В отличие от своих предшественниц, она вела размеренный образ жизни. Предпочитала диетические продукты. Любимым блюдом была отварная говядина с солеными огурцами. Почти не пила спиртного. Даже на парадных обедах в ее бокале было не вино, а сок черной смородины. И всегда придерживалась строгого распорядка дня. Екатерина II вставала в 6 утра, до 8:30 читала и составляла свои сочинения. С 9 до 11 с помощью секретарей работала с бумагами. С 11 до 13 туалет, совмещенный с придворным приемом. С 13 до 14 обед. С 14 до 16 ей читали вслух, затем до 18 снова прием посетителей. И только потом отдых, прогулка, спектакль, карточная игра. В 21:00 ужин. Не позже 22 часов она ложилась спать.
Прочитанные в юности философские сочинения дали свои плоды. Императрица вознамерилась установить в России новый порядок – просвещенный абсолютизм. Основные его принципы – признание свободы слова, мысли, самовыражения, равенство всех людей перед законом. Но в Российской империи все еще использовалось соборное уложение 1649 года, безнадежно устаревшее. Для разработки нового уложения Екатерина велела созвать специальную комиссию. Депутаты от всех сословий и всех земель империи должны были собраться в Москве и привезти с собой наказы от своих избирателей. Все 2 года, пока шел созыв комиссии, императрица составляла собственный наказ для депутатов. «Я занимаюсь законобесием», – шутливо говорила она, работая порой по 15 часов в сутки. Тезисы о правовом государстве, запрете смертной казни, презумпции невиновности. Лакеи едва успевали наполнять чернильницу и очинять перья. Даже в урезанном виде наказ вызвал бурю возмущения в России и произвел сильное впечатление в Европе. Во Франции, на родине вольнодумства, он был даже запрещен к распространению. Зато теперь внимание всей Европы было приковано к Екатерине и ее законотворчеству. Русская императрица настолько прогрессивна, что созвала комиссию для составления законов. Неслыханно. Комиссия по составлению уложения состояла из всех категорий населения, кроме крепостных и духовенства. Всего было избрано 564 депутата, 30% дворяне, 39% городские обыватели, 14% сельские обыватели, 5% чиновники и 12% прочие сословия, государственные крестьяне и однодворцы, казаки и народцы. Комиссия провела 203 заседания. Комиссия работала в Грановитой палате Кремля. А Екатерина, чтобы не смущать депутатов, наблюдала за ними из тайной комнатки на антресолях. Каких-то 100 лет назад из этой комнатки царицы и царевны смотрели на приемы и пиры, не имея права сесть за стол вместе с мужчинами. Чем дольше заседала комиссия, тем яснее становилось, что никакого общественного договора она выработать не может. У всех были разные стремления. Порой правительство являлось единственной силой, которая удерживала сословие от драки. Представители всех слоев были едины в одном. И купцы, и казаки, и промышленники, и народцы требовали права владеть землей с населявшими ее людьми. В то время, когда Екатерина стремилась к сокращению числа несвободных жителей страны, общество жаждало обратного и не стеснялось высказывать претензии подобного рода. Единственное, в чем депутаты оказались единодушны, они решили поднести государыне почетные титулы «Великая», «Премудрая» и «Матерь Отечества». Екатерине это не понравилось, и она с раздражением записала: «Я велела им делать рассмотрение законов, а они делают анатомию моим качествам. Премудрый – один Бог, великая – о том рассудит потомство». Екатерина приняла только титул «Матери Отечества». Не дождавшись ничего толкового от комиссии, императрица взялась решать насущные проблемы сама. Запретила вывоз хлеба за границу, взяла под госконтроль цены на соль, издала манифест против взяточничества. Но назревали крупные внешнеполитические неприятности. Растущая мощь Российской империи вызывала серьезные опасения королевы Европы Франции. Эти опасения усилились, когда Екатерина возвела на польский престол своего бывшего возлюбленного Станислава Понятовского, и Польша оказалась подконтрольной России. Формально это было нарушением русско-турецкого договора, по которому Россия обещала не вмешиваться в польские дела, и, с подачи французских агентов, турецкий султан Мустафа объявил России войну. Екатерина отправила навстречу противнику отборные войска и лучших полководцев. Она всегда отличалась особым чутьем и умела продвигать талантливых людей. Граф Петр Румянцев был когда-то любимцем Петра III и после переворота ожидал опалы, но Екатерина назначила его командующим первой действующей армией.
Графа Алексея Орлова многие считали кутилой интриганом, а Екатерина доверила ему целую эскадру. Александр Суворов появился в ее поле зрения невзрачным 30-летним майором. Она подарила ему свой портрет, на котором много лет спустя Суворов напишет: «Это свидание проложило мне путь к славе». Он одержит победы в 93 сражениях и станет единственным в мировой истории полководцем, не потерпевшим ни одного поражения. 18 июля 1770 год. Битва на реке Ларго. Командующий Петр Румянцев. Разбито войско с двукратным численным перевесом. Русские 38 тысяч, турки 80 тысяч. 5, 6, 7 июля 1770 год. Сражение в Чесменской бухте. Командующий Алексей Орлов. Сожжена турецкая эскадра с двукратным численным перевесом. Русские 32 тысячи, турки 73 тысячи. 1 августа 1770 год. Битва на реке Кагул. Командующий Петр Румянцев. Разбито турецкое войско с численным перевесом в 5 раз. Русские 32 тысячи, турки 150 тысяч. 20 июня 1774 год. Битва у города Козлуджи. Командующий Александр Суворов. Разбито войско со значительным перевесом. Русские 25 тысяч, турки 40 тысяч. Так началась эпоха громкой славы русского оружия. Победоносная война с турками привлекла всеобщее внимание. Истолюбивые молодые офицеры со всей Европы приезжали записываться в русскую армию, в том числе испанец Хосе де Рибас, будущий основатель Одессы, а также корсиканец Наполеон Бонапарт, который передумал только из-за того, что иностранцев брали на русскую службу с понижением в чине. А Екатерина тем временем вела еще одну войну. Дома. Со своим возлюбленным Григорием Орловым. Григорий отличался бешеным темпераментом, который проявлялся во всем. Екатерина ревновала, обижалась, страдала. Они часто и бурно ссорились, потом мирились и ссорились опять. Григорий был отцом младшего, незаконного сына Екатерины и по современной терминологии ее гражданским мужем, но хотел бы стать мужем законным. Екатерина прекрасно понимала, что положение императрицы накладывает свои обязательства. Она открыто спросила у графа Панина, что если она выйдет замуж за Орлова. Граф ответил: русская императрица может делать все, что ей заблагорассудится, но госпожа Орлова не может быть русской императрицей. В момент этого разговора Панин сильно отклонился назад и коснулся затылком стены. На атласной обивке остался след от его пудренного парика. В дальнейшем вельможи, шедшие на доклад к императрице, прикладывались лбом к этому месту для храбрости, чтобы говорить государыне правду. На 12-м году совместной жизни Екатерина уже порядком устала от выходок Григория. В это время в Москве вспыхнула эпидемия чумы. Ежедневно умирали более 1000 человек. Все городское начальство бежало. В городе начался бунт. Орлов сам вызвался поехать в зачумленную Москву. С помощью гвардейских полков он быстро подавил бунт, организовал санитарные команды, на собственные средства открыл больницы и приюты. Через месяц эпидемия пошла на убыль. Орлов вернулся в Петербург триумфатором. Любовь императрицы вспыхнула с новой силой. А через 2 года, когда Орлов отправился на переговоры с турками, она завела себе нового фаворита – молоденького корнета Александра Васильчикова. Когда разъяренный Григорий, прервав переговоры, мчался разбираться, в нескольких верстах от столицы его перехватил курьер императрицы и передал ему строгий приказ – отправляться в свой Гатчинский дворец и отныне при дворе не появляться. Орлов успокоился через несколько месяцев и получил милостивое разрешение вернуться в столицу. С императрицей с тех пор они поддерживали дружеские отношения.
Наследник Павел Петрович подрастал, и все чаще звучали голоса, что императрице была вручена корона только на время несовершеннолетия сына. Она должна передать венец или сделать Павла соправителем. Чтобы удержаться у власти Екатерине II, нужен был в качестве фаворита абсолютно преданный ей человек. Поэтому государыня вызвала с театра военных действий 35-летнего генерал-майора Григория Александровича Потемкина, своего старого друга, участника переворота 1762 года. Екатерина писала князю Потемкину: «Беда то, что сердце мое не хочет быть ни на час охотно без любви. Если хочешь навек меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви. А наипаче люби и говори правду». Потемкин оказался вполне под стать своей августейшей возлюбленной. Она называла его «мой ученик, мой друг, мой кумир». Очень скоро она уже не могла без него обходиться. И когда Потемкин уезжал по делам на театр военных действий или с ревизией, она писала нежные письма, называя его «дорогой супруг». Роман начался весной, а уже летом Екатерина решилась выйти за любимого замуж. Тайное венчание Екатерины и Потемкина состоялось 8 июня 1774 года в церкви святого Самсония Странноприимца на Выборгской стороне. Через год родилась дочь Елизавета Григорьевна, которой дали фамилию отца, но в урезанном виде – Тёмкина. А еще через год в их отношениях наступил кризис. Два сильных характера пытались подчинить друг друга, но не могли. Конфликты случались все чаще, но не из-за ревности, а из-за разногласий в делах. И вот когда Потемкин уехал ревизовать очередную губернию, рядом с Екатериной появился другой – полковник Петр Заводовский. Потемкин тяжело переживал случившееся и даже писал императрице, что жив не будет, кто его место займет. Но она уже все решила и заявила мужу: верности первый знак есть покорность. Красивый и умный Заводовский продержался в фаворитах всего год. А потом на смену ему пришел гусар Семен Зорич, на 14 лет моложе императрицы. Следующий фаворит, ставленник Потемкина, был еще моложе, на 25 лет. Личную жизнь Екатерина оставляла себе. Все остальное, включая управление государством, она делила с Потемкиным. Много лет спустя последний фаворит Екатерины, младший ее на 38 лет, Платон Зубов, напишет: «Императрица всегда сама шла навстречу желаниям Потемкина и просто боялась его как взыскательного супруга. Меня же она только любила и часто указывала на него, чтобы я брал с него пример». Именно Потемкин со всей своей неукротимой энергией взялся осваивать новые земли у Черного моря, которые так и назывались Новороссия. Обширная территория Северного Причерноморья и Приазовья, плодородная, но почти неосвоенная степь, перешла к России после русско-турецкой войны по условиям Кючук-Канаржийского мирного договора. А благодаря придуманной и организованной Потемкиным многоходовой комбинации в состав Российской империи вскоре вошел и Крым. Всего за 4 года Потемкин привлек на новые земли 400 тысяч поселенцев. Основал города Екатеринослав, Николаев, Мариуполь, Херсон и Севастополь. Создал основы Черноморского флота, эскадру фрегатов и линейных кораблей, построенных на верфях Таганрога и Херсона. И пригласил Екатерину лично проинспектировать, как идут дела в новых областях. Он же организовал, вплоть до мелочей, грандиозное путешествие императрицы, аналогов которому нет в мировой истории. В путешествии приняли участие 3000 человек. Поезд состоял из 14 карет и 164 саней, в том числе 40 запасных. Императрица ехала в гигантских санях особой конструкции, содержавших кабинет, гостиную на 8 персон, игорный стол и библиотеку. Все это тащили 40 лошадей. Путешествие продлилось полгода. Протяженность 6034 километра. На каждой из 375 станций были приготовлены по 550 сменных лошадей и припасы.
6 коров и телят, 30 кур и гусей, 500 яиц, 5 пудов муки, сахара и масла, 6 окороков, полпуда кофе, бочонок сельдей, 50 лимонов, вина белого и красного по 3 ведра. В каждом из 35 городов императрицу ждала торжественная встреча с балами, спектаклями и иллюминацией. Кроме того, был создан полк амазонок из сотни балаклавских гречанок и инсценировано Полтавское сражение с участием 50 тысяч человек. Это путешествие вошло в легенды и даже послужило поводом для мифотворчества. После него появилось устойчивое выражение «потемкинские деревни», которое существует до сих пор и означает декорации, прикрывающие отсутствие реальной деятельности. Говорили, что деревни по маршруту путешествия императрицы нарисованы на листах фанеры, крестьяне – ряженые статисты, а тучное стадо было всего одно, которое перегоняли с места на место. На самом деле в Новороссии все деревни, города и поселенцы были настоящими, а миф возник в среде иностранных дипломатов, которые уверяли свои правительства, что Россия плохо закрепилась на присоединенных землях. Принимая приветствия и славословия подданных в Новороссии, императрица чувствовала себя в полной мере матерью Отечества. Австрийский император Иосиф и иностранные дипломаты, сопровождавшие Екатерину в путешествии, получили сильное впечатление, как она того и добивалась. И все это вызвало мощный международный резонанс. В результате Османская империя решила отвоевать обратно свои земли и снова объявила России войну. Никогда, ни до, ни после, русская армия не знала столь блистательных побед. Теперь рядом с Румянцевым и Суворовым взошла звезда адмирала Ушакова. После первой же победы над турками императрица произвела 44-летнего бригадира сразу в контр-адмиралы. За 2 года он одержал 4 блистательные победы над значительно превосходящим по численности противником. Ушаковская тактика сражений вошла в учебники теории морского боя. После этой войны Россия приобрела территорию между Бугом и Днестром, в том числе крепости Очаков и Хаджибей, будущую Одессу. Российская империя получила статус великой державы. И еще долгое время ни одна пушка в Европе не смела выстрелить без ведома на то императрицы Екатерины II. Зато в самой империи дела обстояли не лучшим образом. Власть самой могущественной женщины эпохи постоянно пытались оспорить. Только за первые 10 лет ее правления последовательно объявлялись 7 самозванцев, называющих себя чудесно спасшимся государем Петром Федоровичем. На 11-м году появился 8-й лжепетр, который объявил своей якобы супруге настоящую войну. Его звали Емельян Пугачев. Еще недавно он был обычным донским казаком, отличился на 7-летней войне, был ранен, должен был вернуться домой, но помог товарищам бежать со службы и пришлось стать беглым самому. Оказался на Урале среди яицких казаков и, назвавшись воскресшим мужем императрицы Екатерины, Пугачев возглавил казачий бунт, вылившийся в крестьянскую войну. В своем императорском манифесте черному люду, казакам, рабочим уральских заводов, башкирам, калмыкам, татарам, казахам Пугачев пообещал всего вдоволь.
Земли, леса, реки и травы, денежное жалование, порох, вольность и добрые законы на вечные времена. Он обещал защитить всех от притеснений местных воевод. «Пребывайте свободными, как степные звери», — призывал он. Пугачевцы вели себя свободно, брали то, что нравится, если не давали, отнимали силы. Правда, грабили восставшие не только богатых, но и бедных. Через месяц после манифеста самозванного императора вышел манифест императрицы. Екатерина извещала своих подданных, что беглый казак Емелька Пугачев собрал шайку воров и бродяг и дерзнул принять имя покойного Петра Федоровича. И призывала всех от воровского движения отстать под угрозой суровых наказаний вплоть до казни. Но было уже поздно. Всего за месяц шайка Пугачева, отряд из 80 человек, выросла в 100 раз. За 3 месяца превратилась в настоящую армию из 24 тысяч человек. Казаков, рабочих уральских заводов, крестьян, башкир и калмыков. Восстание охватило огромные территории и приняло угрожающий размах. Разгорелся тот самый страшный русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Только на Урале из 89 заводов 23 были сожжены или разрушены полностью. 33 завода разграблены. Заводовладельцы понесли убытки на сумму свыше 1 миллиона рублей. В современном эквиваленте около 5 миллиардов. Убытки мастеровых, работных людей, приписных крестьян в результате сожжения их домов, расхищения скота и домашнего имущества составили свыше 1 миллиона рублей. В заводских поселках и приписных деревнях погибли и пропали без вести 2716 душ мужского пола. Екатерина направила против бунтовщиков карательные отряды, но они терпели поражение за поражением, а Пугачев брал город за городом. 3 губернии – Казанская, Нижегородская, Воронежская – уже были охвачены восстанием. В условиях войны на юге с турками правительство не могло отправить регулярные войска. Этим и объяснялись быстрые успехи Пугачева. Как только мир был заключен и на внутренний театр военных действий стали перебрасывать войска, возмущение было подавлено. Через 2 месяца казачьи полковники выдали своего атамана правительству. Пугачева доставили в Москву в клетке, как дикого степного зверя. Следствием руководила из Петербурга сама императрица. 6 зачинщиков во главе с Пугачевым были приговорены к смертной казни. 10 января 1775 года на Болотной площади в Москве при стечении огромного количества народа самый харизматичный и опасный бунтовщик русской истории был казнен через четвертование. Эта казнь предполагала последовательное отрубание ног, рук и только потом головы. По личному приказу Екатерины Пугачеву и его товарищам сначала отрубили голову. Через 2 месяца был опубликован манифест, в котором императрица объявила пугачевщину национальной трагедией и призывала предать ее вечному забвению и глубокому молчанию. Екатерина понимала причины крестьянской войны. Бунт разгорелся от того, что местные власти беспомощны. Значит, огромная страна из рук вон плохо организована. И Екатерина взялась перекроить империю. «Умру от проворства пера», – писала она другу-просветителю Вольтеру, «потому что в жизни моей я столько не царапала, сколько теперь». За 6 месяцев она написала 215 страниц, капитальный труд «Учреждения для управления губернией Всероссийской империи». Реформа меняла административное деление страны. Вместо 23 губерний стало 50, по 200-300 тысяч душ в каждой. Губернии делились на 10-20 уездов, в каждом по 20-30 тысяч душ. Управление организовывалось через губернские и уездные города. Статус города получили 216 крупных деревень.
Каждый город, от столичного до уездного, выделялся в отдельную административную единицу, разбивался на районы и кварталы. Эта система почти без изменений существовала вплоть до 1917 года. Некоторые ее принципы используются до сих пор. Но реформаторская деятельность Екатерины омрачилась известием о казни короля Франции. И хотя Екатерина II не дружила с королем Людовиком XVI, от этого известия она слегла в постель. Французскую монархию потрясла революция. Великая французская революция – крупнейший социальный переворот нового времени. В ходе революции была упразднена монархия и провозглашена республика свободных и равных граждан. Почву для революции подготовили французские просветители – Вольтер, Монтескьё, Морели, Руссо, Дидро. Наиболее известные и влиятельные деятели – Робеспьер, Марат, Дантон, Мирабо, Демулен. Императрица испугалась. Просвещение, равенство и свобода были не только идеалами Екатерины II, но и Великой Французской революции. Поэтому государыня опасалась, как бы и в России не появились свои Робеспьеры и Мараты. Она собрала 60-тысячный корпус под командованием Суворова, чтобы отправить его во Францию на подавление восстания. Но так и не решилась на это. Екатерина никогда не забывала о титуле «Матери Отечества». Не было такой сферы, которую бы она не старалась регламентировать и обустроить, начиная от управления губерниями до обязанностей повивальных бабок. Она положила начало русской сатирической журналистике, была издателем и основным автором журнала «Всякая всячина». В союзе с прусским королем Фридрихом и австрийским Иосифом устроила раздел Польши и без войны присоединила к России земли Белоруссии, правобережной Украины, Литвы и Латвии. Написала не менее 3 десятков литературных произведений, в том числе 11 комедий и 7 опер. Создала каменную застройку Москвы и Петербурга по проектам гениальных Баженова, Варенги, Росси и Казакова. Положила начало оспопрививанию в России, сделав прививку себе и сыну Павлу. Собрала уникальную коллекцию шедевров живописи, ставшую основой одного из крупнейших музеев мира – Эрмитажа. Поддерживала заказами талантливых художников, ставших непревзойденными мастерами портрета – Рокотова, Левицкого, Боровиковского. Императрице давно уже не надо было ничего никому доказывать. Все и так знали, что она по праву заслужила титул «Великая». За 34 года правления Екатерины II численность населения Российской империи увеличилась с 19 до 36 миллионов человек. Территории, завоеванные для России Екатериной II, превысили все завоевания Петра I. Было устроено 29 новых губерний и создано 144 новых города. Армия возросла со 162 тысяч человек до 312 тысяч. Флот 6 фрегатов и 21 линейного корабля усилен до 40 фрегатов и 67 линейных. Одержано 78 военных побед. Выплавка чугуна выросла почти в 3 раза – от 3600 до 9900 пудов. По количеству чугуна Россия заняла первое место в мире, опередив Англию. Оборот внешней торговли увеличился с 9 миллионов 390 тысяч до 45 миллионов 900 тысяч рублей. Государственные доходы выросли в 4 раза – с 16 миллионов рублей до 69 миллионов. Екатерина II сумела вывести построенный Петром Великим корабль Российской империи в большое плавание. Для многих последующих поколений екатерининское время было эпохой наивысшей славы и могущества Российской империи. Осенью 1796 года Екатерина писала: «Россия велика сама по себе, а все мои труды подобны капле, падающей в море». Ей было уже 67, по тем временам для женщины возраст более чем солидный.
К Рождеству она готовила манифест о передаче власти в обход нелюбимого сына Павла Петровича, хотела сделать императором любимого внука 19-летнего Александра Павловича. Но до Рождества она не дожила. 6 ноября 1796 года Екатерина Великая умерла от инсульта. Неожиданно для всех императором стал 42-летний Павел. Не пройдет и месяца, как всем станет ясно, почему императрица хотела отстранить его от престола. Екатерина Великая никогда не ошибалась.